Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал, где я делюсь с вами видео о расслаблениях, уборке, советами по организации пространства и хранения. Я не успела поделиться с вами видео о том, какую елку я установила на новогодние праздники, но так как она не похожа на стандартную елку, я все-таки покажу, как я украсила наш дом перед Новым годом. В целях экономии пространства и защиты экологии я нашла вот такую альтернативу настоящим и искусственным елкам и приобрела вот такое панно с елочным принтом. Поэтому давайте его повесим и немного украсим. Я планирую повесить его над нашим комодом в центре комнаты. Поэтому для начала я убираю все вещи с поверхности комода. Я решила воспользоваться двухсторонним скотчем и приклеить его по краям панно и затем уже расположить на стене. На ткани можно увидеть складки, поэтому, чтобы убрать их, я решила достать свой отпариватель и разгладить их, так сказать, пройтись по ним утюжком. Вот в такую емкость для воды я наливаю самую обычную воду из-под крана, устанавливаю на место и включаю его. Так как ткань сделана из полиэстера, а не из хлопка, более твердого такого материала, то складки было очень легко разгладить, и это не заняло много времени. Но это еще не все. Чтобы добавить праздничного и новогоднего настроения, я купила вот такую гирлянду в форме звездочек, которая заряжается и работает от батареек. И решила повесить ее на такую елку. Как я это сделала, сейчас я вам покажу и расскажу. На самом деле все просто. Я взяла вот такой клей-пистолет и начала приклеивать звездочки по периметру самой елки. Давайте посмотрим, что получилось в итоге. Кстати, такой декор у нас пробудет дома почти до конца января. А все просто потому, что в Корее еще будут отмечать Восточный Новый год. В этом году он наступит достаточно рано, с 21 по 24 января. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех вас с наступившим Новым годом, Рождеством, а также с наступающим Восточным Новым годом и пожелать каждому крепкого здоровья, мира и любви. Пусть в этом году обязательно исполнятся все ваши самые заветные планы и желания. Кстати, обязательно поделитесь в комментариях, как вам такая елка, понравилась или нет. Установили бы вы у себя такую дома или категорически нет. А я продолжу это видео мотивацией на уборку после новогодних праздников. Если вы также наводите порядок в новом году, то обязательно ставьте лайк под этим видео. Начинаю я не только уборку, но и в принципе свой день с того, что сначала убираю постель. Мне кажется, что как только застелишь одеяло, приведешь в порядок подушки, то чувствуется, как будто половина домашних дел уже сделана.
Затем я беру пылесос и быстренько пылесошу большую и маленькую комнаты, а также кухню. У нас небольшая квартира, и поэтому пылесосить полы я стараюсь каждый день, так как это не составляет огромного труда. Но зато квартира выглядит чистой и убранной. И даже если к вам внезапно придут гости, то они никогда не застанут вас врасплох, потому что пол у вас будет чистым. Я также убираю на свои места всю одежду, либо вещи, которые были оставлены утром, либо с прошлого дня на диване, либо на других поверхностях. И красиво застилаю покрывало на нашем новом диване. Мы, кстати, его купили абсолютно недавно. Это диван из Икеа. И выбрала я его вот по каким причинам. Первое, это, конечно же, цвет. Мне очень нравится вот такой бежевый, нейтральный цвет, даже цвет такой слоновой кости. Второе, это то, что это диван-кровать. То есть это может быть как диван использоваться, так и большая широкая кровать. И в-третьих, мне нравится то, что чехлы у этого дивана съемные. Это безумно удобно, потому что если у вас будет какое-то пятно, либо даже просто вы захотите немножко освежить диван, то вы без проблем можете снять чехлы и постирать их. Я продолжаю уборку и протираю пыль со всех поверхностей. У меня есть вот такой пипи-дастер или метелка для смахивания пыли, но пользуюсь я ей не так часто. Мне легче взять обычную влажную тряпочку и начать протирать ей пыль. Мне кажется, это намного быстрее и эффективнее. Что я сейчас и сделаю, кстати. Так как зимой воздух в квартире особенно сухой, то я стараюсь чаще проводить влажную уборку и обязательно каждый день включаю увлажнитель. Кстати, давайте его тоже помоем. У меня дома два увлажнителя воздуха в каждой из комнат. Один большой и прозрачный, его относительно нелегко мыть, так как он не маленький. А второй это вот такой матовый увлажнитель, который я использую так же, как лампу для ночного освещения. Его мыть намного проще, так как он вот такой компактный. Я не использую специальных средств, хотя в Корее их продается очень много. Я просто промываю внутреннюю часть проточной водой и чищу вот такой щеточкой. Я продолжаю уборку в другой комнате. Сначала убираю все мелкие вещи, которые мы оставили на поверхности стола, либо полках. И потом уже протираю пыль за компьютерным столом, сам компьютер, также книжные полки, книги. Все там я протираю от пыли.
Я пока тут вытирала пыль, нашла вот такое зеркало. Ну как нашла? То есть я его купила в секонд-хенде, но это зеркало из Икея. Даже можно посмотреть, какое у него название. Вот, Мисс Веден. Мисс Веден. Мне оно безумно нравилось. И пока я его собиралась купить в Икее, оно просто ушло с продаж. Либо его раскупили и потом больше не привозили в Икею. И представляете, я его нашла в секонд-хенде, там всего за где-то $19, что ли. Вот, ну, точно за половину стоимости. Но я не знаю, куда его повесить. И сейчас я подумала, может быть, мне его повесить вместо вот этой картины. Кстати, если кому интересно, это я сама рисовала. Хочу услышать только положительные комментарии на этот счет. Пожалуйста, если у вас будет что-то, я и сам это нарисую, оставьте ваше мнение при себе. И, кстати, вот еще одна картина. Ну, я не претендую на художника, на Сальвадора Дали и Пикассо, но это так, просто самовыражение. И я думаю, что попробую сейчас повесить вместо вот этой картины вот это зеркало. И посмотрим, что получится. Ребят, ну вот посмотрите, вот так смотрится зеркало. И, в принципе, мне нравится, как оно, вот этот ротан сочетается вот с этим ротаном, вот с этим деревом, вот с этим горшком. И, в принципе, у нас есть такое здесь деревянные, да, оттенки, назовем их так. Единственное, что меня смущает, изначально я повесила крючок не на середину этой стены. То есть, может быть, это была середина этой стены, но расстояние вот от крючка до стеллажа и от крючка до вот этой гардины, оно неравномерное. Поэтому зеркало висит не прям по центру, но, в принципе, меня это как бы не особо напрягает. И еще я переживаю, что вон тот крючок, на котором держится зеркало, чтобы он выдержал его. А так мне, кстати, очень нравится. Наконец-то я нашла ему применение. Вот так легко мне удалось внести немного новизны в интерьер нашей комнаты, нашего рабочего места. Оставляйте комментарии, понравилась ли вам такая мини-трансформация нашего уголка. А я, в свою очередь, протру все зеркала у нас дома. И в завершении этого мотивационного видео хочу вам пожелать всего хорошего. И обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до следующих видео.